Монголия. Что ждет нас в этой таинственной и загадочной стране? Что мы увидим там, когда проедем границу? Какие тайны она нам откроет? Эти мысли роились в нашей голове, когда мы двигались к ним. Мы направлялись в сторону этого удивительного государства. Сегодня нам предстоит проехать границу и ступить на монгольскую землю. Нам необходимо проехать через село Арталык, Кошагач, Жана-Аул, Ташанта, Саган-Нуур и попасть в город Баян-Улгий. Путь наш лежит через Кошагач, населенный пункт с суровым климатом. Там мы купили продукты и хотели пополнить запасы воды. Но мы не могли найти даже колонки с водой в этом населенном пункте. Местные жители направили нас в соседнее село Актал, находящееся недалеко от Кошагача. В этом селе должна быть артезианская скважина, где все в округе набирают воду для собственных нужд. И мы направились туда. Кошагач. 1 августа 2024 год. Какое было наше удивление, когда мы приехали в руины села. Мы даже сначала просто проехали мимо. Но навигатор нас настойчиво вел в руины бывшего села Актал. С дороги мы увидели стоящие машины у трубы, из которой бежала прозрачная вода. Мы направились туда и не ошиблись. Наполнив всевозможные емкости ледяной и чистейшей воды, мы еще раз проверили весь наш багаж и направились в сторону Монголии в предвкушении незабываемых ощущений.
Перед пограничным пунктом находится село Ташанта. Ташанта существует здесь достаточно давно. Годом основания считается 1862. Говорят, что название происходит от слова «лед», «гололедица» или «наледь». Судя из названия, можно предположить, что в холодное время года тут достаточно морозно, ведь Кошагачский район, где собственно и находится Ташанта, приравнен по своему климату к районам Крайнего Севера. Годовые перепады температур бешеные, от плюс 38 до минус 60 градусов. Село располагается на высоте более 2000 метров, что тоже добавляет географического колорита. В Ташанте насчитывается чуть более пары десятка улиц с переулками. На въезде есть мечеть. В Кошагачском районе их на самом деле много. Проехав Ташанту, мы уперлись в пограничный пункт. Впереди нас уже стояло около десятка автомобилей. Заглушив двигатель автомобилей, мы ждали своей очереди. И мы не заметили, как уже въехали на территорию пограничного пункта. Пройдя паспортный таможенный контроль на погранично-пропускном пункте России, мы двинулись дальше, к пограничному пункту Монголии, который находится примерно в 27 километрах. Подъехав к пограничному пункту, нам нужно было пройти санобработку автомобиля. Стоимость этой процедуры 150 рублей. Санобработка – это просто проезд через мутную воду в специальном бетонном углублении, которое находится прямо на въезде на границу. И опять паспортный таможенный контроль. Как ни странно, несмотря на наш многочисленный багаж, границу мы прошли быстро. И вот наконец мы в Монголии. Осталось еще сделать несколько необходимых вещей, чтобы продвигаться по этой замечательной стране. Сразу после пограничного пропускного пункта находится небольшой поселок Минганы, где мы обменяли небольшое количество рублей на местную валюту тугрики и сделали страховой полис на автомобиле. Преодолев границу, мы ощутили, как атмосфера вокруг нас резко изменилась. Земля Монголии с ее бескрайними степями и величественными горами приветствовала нас. Впереди раскинулся огромный горизонт, на фоне которого выделялись фигурки многочисленных юрт. Мы не могли удержаться от восхищения. Эта страна, словно живая палитра, манила нас своими пейзажами и необыкновенной культурой. Вокруг нас шумели ветра, в небе плыло множество облаков, а местные пастухи вели свои стада по бескрайним просторам. Вскоре мы доехали до населенного пункта Сагаан-Нуур.
Цаган-Нур – это живописный поселок городского типа, который очаровывает своим природным окружением. Он расположен в горах, где чистый воздух и кристально чистая вода создают неповторимую экологическую атмосферу. Этот регион известен своими потрясающими пейзажами. Высокие горы, зеленые долины, многочисленные озера и реки создают идеальные условия для отдыха на природе. Цаган-Нур служит важным транспортным узлом между границей и городом Баян-Улгий, делая его удобным местом для путешественников. Здесь можно познакомиться с людьми разных национальностей, которые останавливаются, чтобы насладиться местной культурой и кухней. Местные жители очень дружелюбны и гостеприимны. Они с радостью делятся своими традициями и обычаями с гостями. Кроме того, поселок знаменит своими традиционными деревянно-каменными домами. Они создают атмосферу уюта и гармонии с окружающей природой. Каждый архитектурный элемент здесь пронизан национальным колоритом, что делает Цагаан-Нур поистине уникальным местом для путешествий и отдыха. Теперь нам осталось немного до города Баян-Улгий.
Вскоре мы прибыли в город Баян-Улгий, где наши глаза радовали яркие цвета домов и щедрое приветствие милых людей. Нам предстояло погрузиться в место, где переплетаются традиции современных, открывая новые горизонты, которые мы искали. Каждый миг здесь обещал стать незабываемым приключением. Юрта, которую мы арендовали на туристической базе Кирккэмп, была уютной, украшенной характерными элементами декора этого региона. Отдых в традиционном монгольском стиле стал незабываемым приключением, ведь каждая деталь отражала теплоту и радушие местной культуры. На туристической базе Кирккэмп особое внимание уделялось комфорту посетителей. Расположенные поблизости туалет и душ обеспечивают удобство, а общая кухня стала прекрасным местом для общения с другими отдыхающими. Каждый момент, проведенный здесь, напоминает о том, насколько удивителен этот мир и сколько удивительных открытий можно совершить во время путешествия. Проснувшись, мы отправились в центр Баян-Улгий.
центре Баян-Улги нас встретили яркие вывески местных магазинов и приветливые лица местных жителей. Мы направились к обменному пункту, где обменяли рубли на тугрики. Курс оказался довольно выгодным, и мы вскоре уже держали в руках нужную сумму. Затем мы подошли к салону мобильного оператора, где менеджер с увлечением делился информацией о тарифах и демонстрировал обширную зону покрытия. Эта перспектива нас воодушевила, ведь связь в удаленных уголках является настоящей необходимостью, словно нить, соединяющая нас с миром. Мы ощутили, что находимся на пороге нового этапа нашего путешествия, полного открытий и неожиданных встреч. После обмена валюты и приобретения сим-карт мы устремились на поиски пограничного управления, чтобы получить разрешение на посещение величественного национального парка Алтай-Таван-Богд. Однако, несмотря на наши усилия, найти его самостоятельно было непросто, и мы решили обратиться за помощью к местным жителям. На центральной площади города стояли автомобили, ожидающие туристов, и мы направились к ним. Вокруг автомобилей собралась группа водителей и оживленно беседовали. Мы поделились с ними своей проблемой, и один из них, представившийся Аманов, с готовностью предложил свою помощь. Он объяснил, что для получения разрешения нам необходимо доехать до пограничного управления на такси. Причины, по которым мы должны были воспользоваться именно такси, остались для нас в тени неизвестности. Возможно, это было задумано для того, чтобы его знакомый таксист подзаработал. Тем не менее, мы вызвали такси и направились к пограничному управлению. Оставшись в автомобиле, мы томились в ожидании, пока Аман решал наши дела внутри. Наконец он вышел с известием. Пропуска не предоставляет без гида, готового взять на себя ответственность за нас. Мы решили обратиться к знакомому Амана, который мог помочь нам с этим делом. Узнав цену за услуги гида 450 тысяч тугриков, мы немного поторговались и пришли к компромиссу 300 тысяч тугриков. Вернувшись в пограничное управление, Аман вышел, держа в руках необходимые пропуска.
С новыми документами мы вернулись к нашим автомобилям, отблагодарив таксиста и Амана за их помощь. С нетерпением мы направились к озеру Хатон-Нуур, мечтая о его величественном виде и неповторимой красоте природы вокруг. Солнце ярко сияло над нами, бросая золотые отблески на наше путешествие, и мы знали, что впереди нас ждет незабываемое приключение.